Козерог – один из самых упрямых знаков зодиака, но целеустремленный знак зодиака. Эм, Знак, который требует для себя же, да, раскладывать по полочкам раскладывать все, что в жизни будет делать, эм, значит, стремиться к четкости и прочее. Сейчас, секунду, я чуть-чуть исправлю. Здесь немного непонятно, почему так. Секунду. Сейчас. И поэтому Козерог, кроме того, что он упрямый знак, еще он крепкий знак, да, крепкий орешек. Полностью дерево орешник соответствует Козерогу. Во-первых, это язвительные люди. Это люди острые на язык, они могут что-то сказать и, не обдумав сказать, обидеть человека очень сильно, потом пожалеть. Они на самом деле не злобные знаки, просто они такие, знаете, очень практичные знаки и считают, что в этой жизни все надо говорить прямо и в лицо. То есть не всегда людям может понравиться их прямолинейность, они могут это принять за оскорбление, за унижение их достоинства, за намеренное их принижение. На самом деле это далеко не так. Это просто характер Козерога, который считает, что ничего здесь такого нет, если человеку, ну, сказать это. То есть Козерог может вполне сказать, вот вы полная, вам это не подходит. Козерог может вполне сказать, вы знаете, у вас там пальцы короткие, вам такие кольца не идут. То есть это не тот знак, который будет расхваливать, говорить и, собственно говоря, пытаться понравиться. Нет. Козероги очень прямолинейные, ядовитые люди. И поэтому их дерево орешник вполне соответствует, потому что орешник источает яд. Если под орешником спать, то можно умереть. И поэтому запрещали в древние времена спать под орешником, можно умереть. Он источает яд. Не просто углекислый газ, он источает яд. Далее. Для того, чтобы орех приготовить, для того, чтобы, например, сделать варенье из ореха, нужно целый месяц держать орех, взвести для того, чтобы он вывел весь этот яд, после чего его варить долго и так далее. Только после этого он безопасен как варенье, ореховое варенье. Это касается и козерогов. Для того, чтобы козерог вам доверился, нужно очень долго заслуживать внимание козерога. Во-первых, козероги часто обжигаются в жизни, и они в силу своего характера, думая, что их обмануть невозможно, часто сталкиваются с людьми, которые как раз их обманывают и, скажем так, плюют в душу, делают очень больно. И поэтому потом, для того, чтобы этот яд вышел полностью, да, он должен, то есть человек должен очень долго заслуживать внимание козерога. Далее. Орешник – скользкое дерево. Козероги могут... То есть скользкое дерево в том плане, что с орешника многие падают и умирают. И если козерог чувствует, что пользуется им, то есть когда человек поднимается на орешник, он поднимается, чтобы сорвать плод. Так вот, козерог, он награждает всех, кто вокруг себя, всю свою жизнь. Он может тянуть всю семью, он может взять на себя ответственность за семью, за дом, ничего ни от кого не просить, не требовать. Единственное, что он требует, это беспрекословной верности и, скажем так, не подчинение даже, а уважение к себе. И если козерог вдруг ощутил, что его используют, происходит как с орешником. Человек падает и разбивается. Понимаете? Падает и разбивается. Орех считается деревом между живыми и мертвыми. Поэтому козероги, они прекрасные, скажем так, дипломаты в каком-то, понимаете. Вы можете, Наталья Грушко, мне сейчас не лезть и не мешать? Другого орешника, как грецкий орех, не существует. Это что за
бескультурье в конце концов. Так вот, он может быть прекрасным дипломатом, потому что любит все точки ставить на «ты», то есть расставлять все, как положено, как должно быть. Но в то же самое время, поскольку ветки ореха срываются для того, чтобы положить рядом с мертвыми, они изгоняют от мертвого тела, скажем так, насекомых, да, может плохо звучит, но в любом случае. То есть летнее время, если умирал человек, то в Греции, на Кавказе срывали ветки орешника и ложили рядом с человеком для того, чтобы, значит, он отгонял и убивал, собственно, насекомых. Это говорит о том, что козероги очень хорошие защитники. То есть они защищают даже человека, не способного жить. Вот это слово «мертвый» тоже намекает на что-то. Козероги способны воскресить, поднять, способны быть очень хорошими друзьями. То есть даже человек, который не способен ни на что, рядом с козерогом полностью защищен. Козерог будет биться за своих друзей и близких просто до смерти. Родные, близкие, мать, отец, брат, сестра, подруга, неважно. Для нее это очень священно просто, вот этот круг ее общения, поэтому она за них держится и не отпускает. Одним словом, орешник – это козерог, дорогие друзья. И все козероги, которые узнали свое дерево покровителя, сажать орешник нельзя, но если у вас рядом растет орешник, вы можете с этим орешником подружиться. Понимаете? Подружиться, скажем так. Потому что быстрее через посредника дерева, быстрее услышится ваше желание и ваша просьба.